Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре я хочу вам показать довольно необычную и, на мой взгляд, очень интересную масштабную копию от производителя Model Pro. Модель вилочного погрузчика LZA 4045 в масштабе 1 к 43. Это довольно старая масштабная модель, она уже снята с производства, сейчас встречается в продаже в основном на аукционах, а в магазинах я ее в продаже давно не видел. И эта модель поступила в продажу 1 июля 2020 года. Тогда Model Pro представил сразу два варианта окраски этого вилочного погрузчика. Первый был темно-серый, а второй темно-зеленый защитный. И чуть позже модели появились со следами эксплуатации. И рекомендованная розничная стоимость на тот момент составляла 4480 рублей. Довольно большая сумма, но за нее вы получали вполне приличную масштабную модель с довольно хорошим функционалом. И до этого такой вилочный погрузчик выпускался только мастерскими. Например, у Кимерии была подобная масштабная модель. Также такой вилочный погрузчик выпускала мастерская STM. И модель от Кимерии примечательна тем, что у нее тоже был функционал, и модель сделана методом гальванотехники. Это когда корпус сделан из меди, очень тонкая скорлупка ажурной формы. И я вообще большой поклонник подобной техники производства, но она сейчас очень редко используется. И в основном ее используют пару мастерских на сегодняшний день. Модель от STM сделана по подобию модели от Model Pro. Корпус сделан из полимера, навесные детали сделаны из латуни, у Model Pro они сделаны из пластика, и у модели от STM тоже есть функционал. Правда, эта модель стоит дороже, чем аналог от Model Pro, и модель от Model Pro самая доступная на сегодняшний день в плане цены. И у меня в коллекции есть некоторые модели вилочных погрузчиков, но их не так много. Конечно, 43-й масштаб это не основной для подобной техники. В основном такая техника попадается в масштабе 1 к 50. Там довольно много строительной техники. У меня тоже есть некоторые экскаваторы, различные грейдеры. И на них я тоже могу сделать отдельные видеоролики, если у вас будет к подобной технике интерес. И что касается моей масштабной модели, то я ее в коллекцию получил довольно давно, и она примечательна тем, что это предсерийный образец, и он немножко отличается от той модели, которая пошла в серийное производство. Главное отличие в цвете, и у моей модели окрашена стрела и колесные диски в цвет кабины данного погрузчика. На той модели, которая пошла в серийное производство, эти детали окрашены просто черной матовой краской. Других визуальных отличий между двумя масштабными моделями я не обнаружил. Я сделал некоторые доработки, например, поставил харьковские покрышки на переднюю ось, потому что мне не очень нравилось то, как выглядит оригинальная резина именно на этом погрузчике. И также сделал противовес, потому что на моей модели он отсутствовал, когда я ее получил в свою коллекцию. И давайте рассмотрим поближе данный вилочный погрузчик. Вы в комментариях можете написать, а какие модели из подобной тематики есть в ваших коллекциях. Возможно, у вас тоже есть продукция производителя Model Pro. У меня есть некоторые модели от этого бренда, и, конечно, фирма очень неоднозначная. Это одно из подразделений костромских брендов, и они выпускают такие модели, которые в основном не выпускаются другими производителями. Я уже делал видеообзор на автобус КАВС и на автоцистерну на базе ГАЗ-66. Если первая модель мне понравилась, то ко второй модели у меня были некоторые вопросы. И тут модель поставляется в стандартном дисплей-кейсе от производителя StartScale Models. Картонка у Model Pro своя. И также модель поставляется со специальным фиксатором, сделанным из пенопласта. Но так как у меня модель предсерийная, этих элементов у меня в коллекции нет. Но это и ни к чему, у меня модель хранится просто на открытой полке. Модель очень легкая, также довольно хрупкая. Будьте осторожны, когда берете ее в руки, чтобы не поломать мелкие детали. И корпус здесь сделан из полимера, а навесные детали сделаны из пластика. Модель довольно хорошо окрашена. На дверках присутствуют логотипы предприятия. Что это за предприятие, затрудняюсь ответить. Я пытался погуглить, что это за УМ, но ничего мне в поиске не выдало. Так что, кто из вас знает точнее, что это за управление механизации, напишите в комментариях.
У серийной модели противовес тоже окрашен желтым цветом, и на нем присутствуют по бокам черные полоски. Я их уже не стал наносить на свою масштабную модель, а оставил противовес просто в желтом цвете. Можно посмотреть, как сделан интерьер. Присутствует рулевое колесо, сиденье, также различные рычаги управления стрелы. Стеклоочиститель здесь сделан из фототравления, присутствует прожектор с левой стороны, дверные ручки — это отдельные пластиковые элементы. Они, на мой взгляд, сильно торчат, их можно было сделать как-то более ажурно. Сзади присутствует задний фонарь красного цвета. Также тут сквозные отверстия в решетке радиатора, и за ними присутствует радиатор охлаждения, но его сложно рассмотреть, потому что он черного цвета. Давайте посмотрим на нижнюю часть данного вилочного погрузчика. Рама — это отдельный элемент. Также присутствуют карданные валы, раздаточная коробка, что-то похожее на коробку передач, нижнюю часть двигателя. Задний мост здесь двигается в двух плоскостях. Это, можно сказать, поворотный механизм, но он, конечно, реализован не так реалистично, как на настоящем вилочном погрузчике. Присутствует выхлопная труба. Можно поднимать и опускать вилы. Они также двигаются в горизонтальной плоскости. Можно делать их уже, шире. И здесь поднимается стрела. Но при подъеме стрелы будьте осторожны, чтобы не порвать тонкие ремешки, сделанные из резины. Здесь поднимаются, по-моему, 3 секции в общей сложности. Сейчас попробую их поднять. Они довольно ходят туго. Выдвигается верхняя часть и поднимается нижняя. И когда вы поднимаете нижнюю секцию, то автоматически поднимаются вилы, потому что ремешки здесь никуда не убираются, они просто идут в натяг. И также стрелу вы можете двигать вертикально, делать ее под наклоном и выдвигать. Передние колесные диски тут от ЗИЛ-130. Еще раз повторюсь, покрышки я заменил на харьковские. Изначально здесь была вот такая резина от производителя Start Scale Models. Но мне она не очень понравилась, она довольно жесткая. И она чуть-чуть крупнее по диаметру, и колеса, получалось, задевали за подкрылки. Поэтому я поставил харьковские покрышки, на них модель смотрится более изящно. А вот задние колеса здесь полностью сделаны из полимера. И покрышки просто окрашены черной краской. Конечно, можно было сделать тоже их из ПВХ, но производитель здесь решил сэкономить, потому что тиражи у модели не такие большие, и потом куда девать оснастку тоже остается вопросом. Ну, вот такая масштабная модель. И в целом это удачная масштабная копия. Если вы собираете подобную технику, то можете смело обратить внимание на этого производителя. А вот что касается других моделей, то их нужно смотреть. У меня в коллекции есть еще грейдер в масштабе 1 к 43, тоже предсерийная модель. Она не сильно отличается от серийного образца. И если у вас будет интерес, я сделаю на нее отдельный видеоролик. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о производителе Model Pro и о их продукции. Какие модели есть в ваших коллекциях? Возможно, у вас тоже есть вилочный погрузчик LZA 4045. Интересно узнать ваше мнение по поводу этой масштабной копии. И у Model Pro помимо этого вилочного погрузчика также есть еще 2 модели. Маленький вилочный погрузчик EP4004 и вилочный погрузчик AP4014. Последний погрузчик у Model Pro выпускался в 2 вариантах исполнения. Один с вилами, а второй с крановой установкой. И такой модели, к сожалению,
сожалению, нет в моей коллекции. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком, также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока-пока.